Новая Model YL. Это не просто удлиненка для китайского рынка, это вообще новая машина. Плюс известна цена, плюс есть инсайты, которые вам понравятся. Все, сейчас мы это перемешаем, и в результате получается достаточно интересное видео, которому уже можно поставить лайк. Привет, друзья, начинаем. Итак, Китай обожает L-версии. Почему я это знаю? Потому что я жил в Китае недолго, но достаточно для того, чтобы покататься в удлиненной BMW 5 серии. Все правильно, не 7, 5 серии. Также Audi A4 я видел на улицах были с L-версией, и другие машины, которые на европейском рынке вообще не выпускаются в удлиненном варианте. Для китайцев, для многих, очень важно получать больше за те же деньги, просто больше. Вы можете писать шуточные комментарии уже внизу, почему так. Но факт в том, что когда я услышал, что есть удлиненная версия для китайского рынка, которая длиннее вот настолько, ничего нового. А когда я увидел первые фотографии уже этой удлиненной версии, это 6-местная машина, у которой ровный пол. И вот здесь как раз начинается интересное. Дело в том, что часть электроники в Model 3 и Model Y, часть электроники батареи, высоковольтной электроники, она находится под задним сиденьем. И когда мы строили наш проект Gullwing, мы намаялись с этой электроникой для того, чтобы ее переместить в другое место. Так вот, Tesla уже сделала это самостоятельно. Вот эта вся история, которая была под задним сиденьем, куда-то ушла, скорее всего, в то место, которое образовалось у нас вот в этом промежутке, куда-то в подполье. И у нас абсолютно ровный пол, абсолютно новая платформа одновременно. Потому что есть платформа тройки, на которой построена Y, есть платформа X, на котором построен S, есть платформа Cybertruck, на которой построен Cybertruck, и есть платформа Model YL, на которой построена только эта машина. Отсюда мы можем пофантазировать о том, что, может быть, будут и другие машины на этой платформе. То есть она уже такой полноценный скейтборд, без никаких выпирающих деталей. Во-первых, стало практичнее, потому что можно под задний ряд сидений уже что-то положить. А во-вторых, третий ряд сидений можно разместить более удобно. То есть уже есть ниша для ног, куда-то можно одевать ноги, можно сиденье переместить чуть дальше, больше места. В общем, полноценная трехрядная машина. И есть уже кое-что из информации по опциям, которая расстроит многих владельцев 6-местных Model X. Задний ряд сидений – это капитанские отдельные кресла, у которых, внимание, есть выдвижной подлокотник. У каждого из сидений есть электрический выдвижной подлокотник. Чего у нас нет в Model X. Также ни в одной другой Тесле современной, потому что раньше такое было, но только у передних двух сидений. Теперь у всех передних 4 сидений есть регулировка подголовника. То есть можно отрегулировать подголовник выше, ниже. Сейчас такой опции почему-то нет, ее упразднили. Теперь вернули. Чего никогда не было, это вентиляции всех передних 4 сидений. А подогрев у нас у всех 6 сидений. Дефлекторы. Дефлекторы у нас на стойках B для задних пассажиров. И для третьего ряда еще на стойках C находятся дефлекторы. Такое было в Model X до рестайлинга. После рестайлинга их упразднили, облегчили эту всю историю. И в результате мы имеем то, что поток воздуха, который выходит с центральной консоли, он достаточно сильный. И, в общем, не всегда система справляется. Чаще всего воздух дует во все стороны, и особенно под мышку водителю и переднему пассажиру. Если вы вот так вот сидите, то прямо вот прямо сюда очень сильно дует прохладный воздух, и это неприятно. Когда дефлекторы находятся на стойках и дуют куда-то туда, это намного практичнее, удобнее, и я бы хотел, чтобы это было в Model X. А что еще я бы хотел, чтобы было в Model X? Что особенно меня расстроило? Это сиденья второго ряда, которые у нас капитанские. Мало того, что они с подлокотниками, но они еще и складываются. Оказывается, их можно было сделать складывающимися еще 9 лет назад. 9 лет компания Tesla выпускает эти ковши
для задних пассажиров и рассказывает, что это прям супер технологичная история, они могут только наклоняться немножко вперед. И если вы грузите в багажник что-то больше спортивной сумки, вам надо брать другую машину. То есть я перевозил телевизор когда-то один, давно. Я приехал потом на Model S, чтобы загрузить его. А недавно перевозил телевизор, и я взял Model Y для того, чтобы его загрузить. Казалось бы, Model X больше и одной, и другой машины. Но из-за вот этих сидений второго ряда, которые никуда не складываются, они только пододвигаются немножко, у вас теряется огромный пласт практичности, который вот в этой Model Y прям упразднили. Дальше, когда мы думаем о вот этом многообразии каких-то новых опций, о каком-то удлинении, о том, что вроде как опционалом эта машина уже немножко лучше, чем актуальный выпускающийся сейчас Model X, который стоит $100 тысяч, то есть цена на него даже дороже стала. Возникает вопрос, где будет цена этой машины? Потому что, условно, Model Y, она до $50 тысяч, X $100 тысяч, то есть где-то это должна быть в районе 65-70. Но в реальности цена удивила. Получается, сейчас на китайском рынке она стоит всего на 9% дороже, чем актуальная версия Model Y. То есть, условно, вы добавляете $4000 и получаете вот такую машину. И некоторые из вас могут сказать, что окей, это же версия для китайского рынка, которая будет продаваться с сентября, но ничего не говорят про другие рынки. У нас есть, в принципе, интересные инсайты от инвесторов Tesla, есть наши друзья с фабрики Fremont, и так или иначе сквозят слухи, что следующим рынком, на который поедет эта машина, будет как раз американский. А все, что касается американского рынка, это, друзья, рано или поздно поедет к вам. На европейском рынке я не уверен, что эта машина будет продаваться, но американский рынок прям любит большие SUV. Чем больше, тем лучше. Огромное количество сейчас Hyundai Kia, которые прям заваливает рынок американские своими раздутыми электромобилями. И я думаю, что Tesla захочет там побороться с очень-очень приемлемой ценой на такого рода автомобиль. Ну а если некоторые из вас решили, что машина это ничем не удивляет и ждать ее не обязательно, и вы спокойно поездите на предыдущей версии тройки или вайки, теперь будем расстраивать именно вас. Значит, что у нас появилось? Загибайте пальцы. Черный потолок. Я давно уже жду черный потолок в тройке Вайки, и наконец-то сейчас он есть. Адаптивная подвеска. Она появилась у нас только в Model 3 Performance, для того, чтобы сделать машину иногда жестче. Здесь у этой машины абсолютно другая задача. Сделать ее иногда мягче. То есть у вас появляется более комфортный режим. И мне кажется, это просто замечательно. Удлиненные подушки передних сидений. Еще одна отсылка к X. Такого нету. В S такого нету. В Model Y лонг-версии это есть. Значит, вы можете отрегулировать подушечку передних сидений так, чтобы у вас не провисали ноги нигде. И да, это Tesla. Дисплей стал немножко больше. Непонятно зачем, потому что по сути это та же самая машина, казалось бы, но типа она чуть-чуть больше и дисплей стал немножко больше передний. Зарядка телефона теперь с охлаждением. Я напоминаю, что это я все рассказываю про Теслу, которая совсем недавно удаляла все опции с автомобилей. Model S потеряли все опции, которые были. Там с 2020 года убрали и вентиляцию, и подголовники и сдвижную крышу, все это уходило, а теперь это стремительно возвращается. Если у вас раньше на зарядке перегревался телефон, теперь есть прорези в консоли, и через эти прорези будет дуть кондиционер на ваш телефон для того, чтобы он не перегревался. 18 динамиков и сабвуфер для того, чтобы в вашей большой машине все слышали качественную музыку. Я напоминаю, это всего лишь плюс $4000. 4000. Я не понимаю, а нужно ли вообще продавать другую версию? То есть, мне кажется, каждый добавит $4000 для того, чтобы получить просто больше места в салоне и больше такого комфорта. Но если для вас недостаточно вот этого всего, то решающий фактор. У этой машины также есть спойлер. Сзади прикручен спойлер, который делает так, что крышка смотрится чуть-чуть эстетичнее, так как крышка багажника, она немного другой формы. Для того, чтобы
это не было так заметно. Прикрутили такой аккуратненький и достаточно высокий спойлерок. Он уже идет в базе. Чего можно было добавить, но чего не добавили? Это, допустим, большую батарею. Да, машина стала длиннее, можно было больше положить пальчиковых батареек, но нет. Батарея ровно такая же, 82 кВт-час. Но пробег остался практически такой же. За счет чего? Все очень просто. Новые шины, новые колпаки, и машина стала ниже. То есть она прям на несколько сантиметров ниже, чем Model Y. По большому счету мы получаем более раздутую тройку, зато с прекрасной эффективностью, и вы можете туда положить все, что хотите. Скорее всего, можно будет поставить пружины от актуальной Model Y, и она станет выше, но тогда вы получите меньше запас хода. Чудес не бывает. И вроде бы, казалось бы, идеальная машина, но для Китая в данный момент она уже не такая шикарная, не такая впечатляющая и так далее. Потому что примерно за эту цену китайцы уже хотят видеть массажи, они хотят видеть шезлонги на заднем ряду. Это сиденья, которые они называют так называемые с нулевой гравитацией. Холодильники хотят видеть, огромные дисплеи хотят видеть. Что там еще? Пневма должна быть. И розетка на 220. Это уже такой набор, который есть в больших китайских SUV. Tesla всего этого не поставила, соответственно, это еще один такой момент, который подталкивает ее именно на американский рынок. Потому что на американском рынке вот то, что я перечислил, это просто улет. Это Tesla прям влетает с ноги и выбивает огромное количество SUV, которые сейчас бодаются между собой в примерно таком же форм-факторе. И выбивает даже более сильные машины, такие как Rivian, по сути. Ну, это большая машина, которая достаточно качественная, которая тоже имеет 3 ряда сидений. Она и туда влетает. И X у нас остается. Ну, такой машины не для всех, которая, я думаю, продажи его еще более сократятся. Ну, куда уже меньше. 2%, я рассказывал в одном из видео, всего 2% владельцев Tesla ездят на S и X. Количество их уменьшится. Это еще один вопрос. Кстати, зачем в принципе оставили Model X до сих пор на конвейере и Model S на конвейере, если можно их потихоньку вычленить разными вариациями Model 3, Model Y и наконец-то выпустить Roadster. Потому что вопрос, кстати, на который я жду, что вы ответите в комментариях, давайте разовьем эту тему. Будете ли вы покупать или ждете ли вы что-то подобное на рынке, или все-таки Model X за 100 тысяч вам кажется прекрасным предложением с намного меньшим количеством опций. Всегда S, X, 3Y были плюс-минус одинаковые, но теперь Y, она прям выдвигается солидно вперед. И я лично от конкретно такой Model Y в своей семье бы точно не отказался. Тем более, что мы недавно провели путешествие, впервые с начала войны мы поехали в семейное путешествие, мы для этого используем Model Y, мы сняли 100 гигабайт Home видео, поэтому, скорее всего, с монтажа это видео вернется примерно в 2027 году. Но, тем не менее, много чего из того, что я увидел сейчас в новой Model Y, я хотел бы видеть у себя под рукой во время этого путешествия. Китайцев не удивить, но для американского рынка, еще раз, это крутая история. Также крутая история, что вы посмотрели видео до конца. Лайк, подписка. Будем с вами видеться в следующих интересных видео, в котором мы будем также делиться и инсайдами, и своим опытом. Потому что мы на Теслах ездим давно, ремонтируем их давно и можем вам привезти любую из этих машин. Поэтому увидимся. Пока.